В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом блоке Чернобыльской АЭС последовательно произошли два взрыва. Разрушен ядерный реактор. В 20 часов 20 минут 26 апреля на станцию прибыла правительственная комиссия. Академик Валерий Легасов представлял в ней Институт атомной энергии. В этот вечер он один отвечал за всех, кто придумал этот реактор, кто его сделал, кто его принял. Он понимал, что каждое его решение отзовется в судьбах сотен тысяч людей, но не предполагал, что с этих минут начался отсчет последних 2 лет его собственной жизни. Через год и через 2, когда, казалось, катастрофа осталась в прошлом, все напоминало ему о Чернобыле. Призрачный малиновый свет горящего графита. Он навсегда врезался в память, не давал покоя. И Легасов начал диктовать свой чернобыльский дневник. Никогда не думал, что мне придется в таком возрасте, в котором я сейчас нахожусь, только что пережив свое 50-летие, обратиться по существу к мемуарам. Чем-то трагическим, чем-то запутанным, непонятным. 5 кассет с записями его дневника вошли в дело, заведенное прокуратурой после его смерти. Статья «Доведение до самоубийства». Но дело вскоре закрыли, виновных не обнаружено. Позднее возникла даже легенда о физике, который покончил с собой из чувства вины за создание этой атомной станции. На самом деле, все было иначе. Из дневника Легасова. 26 апреля 1986 года была суббота. Прекрасный день. Я раздумывал, поехать ли мне в университет на свою кафедру. А может, на все наплевать и поехать с Маргаритой Михайловной, моей женой и другом, отдохнуть куда-нибудь. Или отправиться на партийно-хозяйственный актив, который назначен на 10 утра в министерстве. Как человек ответственный и обязательный, он, конечно, поехал в министерство. Именно там он впервые услышал об аварии на 4-м блоке Чернобыльской АЭС. Заместитель директора Института атомной энергии имени Курчатова Валерий Легасов был включен в правительственную комиссию и в тот же день выехал на аэродром. Тогда мне и в голову не приходило, что мы двигаемся навстречу событию надпланетарного масштаба, как извержение знаменитых вулканов, или, скажем, гибель людей в Помпеи. Километров за 8-10 от Припяти поразили облака, малиновые такие, полнеба. Вокруг взорванного 4-го блока царил хаос. Несколько человек погибло. Сотни получили лучевое поражение, остальные растеряны и испуганы. Опасность была невидима, она подстерегала повсюду. Позднее Легасов скажет о первых днях после катастрофы. Паника, как в 41-м, только намного хуже. Пожарные погасили очаги огня, возникшие после взрыва на станции. Но против ядерного пожара вода и пена оказались бессильны. Что делать? Спрашивали у Легасова все, кто его окружал, а он не мог ничего сказать. Надо срочно выяснить, работает реактор или нет. Мы не очень понимали, что надо делать. Я думаю, в то время, первые часы вообще мало кто понимал. Председатель Совета министров СССР Николай Рыжков. С первых часов он возглавил в Москве оперативную группу по ликвидации аварий. Не раз приезжал в Чернобыль. Легасов сел в бронетранспортер, и с одним лейтенантом они практически вплотную подошли к реактору. Он сказал, что идет процесс горения, что это тоже опасно, что реактор не работает. Знаете, у нас немножко отлегло от сердца. Вот, когда мы узнали эту информацию. Ну, не каждый будет садиться в эту жестяную коробку, которая пронизывается лучами вдоль и поперек, и, по сути дела, вплотную подходит, вот, и делает выводы. Продолжалось горение в графите реактора.
выделялись радиоактивные аэрозоли. В дебатах и спорах выбраны соответствующие композиции, которые позволили создать мощный фильтрующий слой. В момент катастрофы никто из физиков-руководителей института не мог сразу же выехать в Чернобыль. У директора Института атомной энергии Анатолия Александрова тяжело болела жена, а второй заместитель Евгений Велихов находился в командировке. Он приедет чуть позже. Но гасить реактор надо было немедленно, сейчас же. И предстояло это сделать ядерному химику Валерию Легасову. Никто в мире еще не сталкивался с такой ситуацией. Сотни людей ждали его решения. Председатель Гидрометцентра СССР Юрий Израэль. Участник многих испытаний ядерного оружия. Он прилетел в Чернобыль вместе с Легасовым. Был поставлен вопрос, какие меры нужно принять, чтобы эта температура и вообще реактор как можно скорее угомонился, и температура бы снизилась и перестала выбрасываться. И вот они перепробовали разные вещества. Например, у них была идея, что надо свинцом забросать реактор. И, надо сказать, Николай Иванович Рыжков, он в течение одного дня раздобыл 5000 тонн свинца и пригнал огромную дивизию больших вертолетов. И вот Легасов, вот я помню, как он говорил, мы с ним беседовали, он говорил, вот, знаете, Юрий Антонович, я в точности не знаю, вот мы приняли решение забрасывать доломитом, но я в точности не знаю, насколько это будет полезно. Почему? Потому что, конечно, я убежден, что это сдержит аэрозольные потоки в атмосферу, но с другой стороны, это же одеяло теплое. Это может поднять температуру в реакторе действительно температура стала подниматься. То есть они предлагали решение, а времени для точных расчетов не было, потому что надо было срочно предотвращать беду, которая могла бы случиться. Дивизия вертолетов Киевского военного округа приступила к исполнению решений правительственной комиссии. Командовал операцией генерал Владимир Антошкин. Борттехник в открытую дверцу боковую, прямо глядя туда, брал эти 60, 80, 100 килограммовые мешки и кидал. 6, 8, 10 мешков кинет, уходит на погрузку. После второго, третьего, значит, полета смотрим, борттехник бежит в кусты, рвет его там уже. Ну, температура 120, 180. Оказывается, 3500 рентгенов. Вы же представляете, сколько он за один проход берет? С Валерием Легасовым он познакомился во время первых облетов станции. Ну, я сразу понял, что это великий ученый, большого, так сказать, ума человек, прочее. По 4-5 раз в день поднимаю его над реактором. А ведь когда проходишь в этом районе, за проход в первые дни по 5-6 рентген берет. В радиационной медицине есть термин «предельно допустимая доза». Еще до Чернобыля Легасов в малых авариях набрал 180 БЭР, или по-простому рентген. Но это его не останавливало. Вот я его обругал. Ну, не матерными словами, ну, нехорошо, так сказала. Ну, типа, дурень, что ли? Что ж ты каждый день по столько раз поднимаешься? Ведь Советскому Союзу, говорю, голова твоя нужна. Мы ведь так докладываем, каждый пролет докладываем. Цвет, температуру, что меняется, что не меняется. А он говорит, самому надо, чтобы принимать решения, выводы делать, самому, говорит, надо видеть все это дело. В решении многих неожиданных проблем Легасову помогали химики МГУ. Заведующий кафедрой неорганической химии Юрий Третьяков. Легасов предложил сбрасывать такие вещества, которые изменяют свою окраску в зависимости от температуры. В результате этого после фотосъемки удалось оконтурить ту часть территории, которая была наиболее сильно подвержена радиации. Людей. А вот когда мы летели на самолете над реактором... Там другое. Там было, мы летели, там было там
Максимально 0,7 рентгена, скажем, в час. Это мощность доз, 0,7 рентгена. Значит, когда мы пролетели, ну, мы накопили, значит, там 0,3 рентгена, 0,5 рентгена, вот так. Твои детишки будут у меня, нет? Вот именно теперь и будут. Одним из первых журналистов, приехавших в Чернобыль, был близкий друг Легасова, корреспондент «Правды» Владимир Губарев. Когда я туда прилетел, случилось у меня, я бы даже сказал, конфликт с Валерой Легасовым в Чернобыле. Первого, кого я встречаю, 2 числа, в штабе, я встречаю Велихова. Говорю: Женя, привет. Какое счастье, говорю, что мы здесь столкнулись. Чего? Я говорю: ну-ка, давай-ка быстро рассказывай мне, что здесь. И на следующий день выходит в «Правде» большой материал, первый материал о случившемся. Я, естественно, пришел гордый. И вдруг я вижу обиженного человека. Это был Легасов. Он говорит: Володя, почему ты взял интервью у Велихова, а не у меня? Я должен был рассказать, что здесь произошло. Я член правительственной комиссии. Я говорю: Валер, я согласен с тобой, ты академик, ты член, но тебя никто не знает. А Велихова знают все. А я знаю психологию русского человека. А психология очень простая. Если там, в пекле, есть вот Велихов, значит, все будет нормально. А если там в пекле есть Легасов, то это ненормально, ничего это не говорит. Да, он был честолюбив. В школе, в институте, в студенческих отрядах всегда становился лидером. Он блестяще защитил диплом и уехал в Томск на закрытый комбинат. Его работы по химической физике были оценены государственной и ленинской премиями. Это мой учитель, но, наверное, скорее я был его соратником, потому что разница-то в возрасте была не такая уж большая, по-моему, 39-го года, если я не ошибаюсь, я 43-го. Научная карьера Бориса Чайванова в институте началась под руководством Валерия Легасова. Он всегда находил какой-то вот необычный ракурс у проблем. Часто он был, этот ракурс вот сам по себе, ну, как бы был бесперспективен, но он толкал людей. Вот, знаете, как бывает вот, затравщик мозгового штурма. Вот в этом качестве вот, Валерий Алексеевич был просто уникален. Он мог спровоцировать людей думать нестандартным способом. За 6 лет до Чернобыля Легасов с соавторами опубликовал статью. Он предупреждал: авария на атомной станции реальна. Легасов напоминал о бетонных колпаках, которыми прикрывают реакторы на Западе. Они могут выдержать удар упавшего самолета. Статья вызвала возмущение в министерстве и в институте. Что он понимает в реакторах, этот ядерный химик? Тем не менее, восходящую звезду заметил Анатолий Александров, директор знаменитого института атомной энергии, и назначил Легасова своим заместителем. И теперь в телепередаче он должен был соблюдать правила игры, защищая любимое детище Александрова реактор РБМК. Все тепловыделяющие элементы очень герметичны. Не позволяется утечка радиоактивных осколков из этих элементов. За каждым тепловыделяющим элементом, поставленным или извлеченным из атомного реактора, установлено строгое наблюдение. Поэтому контроль, технические решения, приборная техника очень чувствительная, которая была создана для того, чтобы наблюдать за всем этим процессом, квалификация людей, которые предъявляются особые требования. Весь комплекс этих мероприятий, он и позволяет нам сегодня говорить, что атомную энергетику можно эксплуатировать безопасно. Легасова считали любимцем Александрова, но он по-прежнему оставался в институте чужим. Он мог решать все вопросы, кроме главного – проектирования и строительства реакторов. И надо же, именно ему выпадет судьба гасить тот самый РБМК, который ужаснет мир и взорвет налаженную жизнь Института атомной энергии. Из дневника Легасова.
Где-то 9 мая нам казалось, что дышать, жить, гореть 4-й блок перестал. Он внешне был спокойный, и мы хотели отпраздновать День Победы, но, к сожалению, именно в этот день было обнаружено небольшое, но ярко светящееся малиновое пятно внутри 4-го блока. Праздник был испорчен. Я снова ощутил ужас и бессилие. Что же произошло? Под одеялом свинца и доломита поднялась температура. Из реактора вылилась раскаленная лава, так называемая слоновья нога. Возникла угроза, что горящий реактор, опускаясь вниз, достигнет помещения, где находится вода, и тогда взрыв, более страшный, чем 2 первых. Со всей области собраны машины для откачки воды. Сотни людей были готовы пожертвовать своей жизнью, чтобы остановить угрозу нового взрыва. Решение принималось очень просто. Нужны добровольцы, которые могут пройти под реактором в воде и которые могут затащить туда, открыть люк, затащить насосы и с помощью пожарных откачать эту воду из-под реактора. Так, сказали, очень хорошо, 100 тысяч каждому. И 2 человека нашлось, которые прошли, протащили и откачали эту воду. Вот, понимаете, очень трудно говорить, можно говорить о героизме. Нашлись бы мальчишки, которые пошли бы, так, но пошли 2 профессионала. И я был потрясен, когда узнал, что общий их проход стоил всего 20 бэров. Чернобыль не требовал героизма, никому он там не нужен был. Не нужно было бежать и накрывать грудью раскаленный реактор. Та глупость, которую сделали с пожарными, угробили людей, это глупость, потому что заставили. Там огонь появился, они погасили и заставили стоять над этим очагом огня пожарных. Они получили дозы по 5-6 тысяч рентген. Пришло время иного героизма, осмысленного, основанного на знании и опыте. Одним из таких примеров стала работа шахтеров, вызванных из Донбасса и Подмосковья. В кратчайшие сроки они прошли штольню, чтобы забетонировать площадку под реактором, но угроза взрыва еще оставалась. Ученые обследовали реактор со всех сторон, снизу и сверху. Конечно, они рисковали. Стоило на секунду увлечься, забыть об осторожности, и та или иная доза радиации обеспечена. Но скольких людей ученые спасли, вовремя остановив панику, ошибочные решения, нелепые приказы. К Валерию Легасову сходилась вся информация, все предложения специалистов. Директор Института биофизики академик Леонид Ильин. Он исследовал влияние радиации на здоровье человека в подводных атомных лодках и на ядерных полигонах. Приехал в Чернобыль в первые дни после аварии. По своей инициативе вот 3 ученых, такая маленькая деревенька была Иваньково, где мы, значит, коротали короткие сны, значит, отдыха. Мы стали рассчитывать, что может произойти в случае, если это будет повторный взрыв. И мы пришли к выводу, что срочно необходимо сделать так называемую 30-километровую зону, которая сейчас всем хорошо известна. Могла быть зона в этом радиусе 30 километров, возможно, смертельных исходов острой лучевой болезни. И возникла проблема, что делать дальше. Поэтому мы утром часов 6 встретились с Легасовым. Он сразу стал, значит, с нами дискутировать. Откуда такие данные? Вот данные мы просчитали, ты можешь верить либо нет, дальше данные основаны на нашем просто большом опыте. И вот после такой довольно-таки сложной дискуссии мы поставили перед ним вопрос, Валерий Алексеевич, ты должен доложить на комиссии вопрос о немедленной эвакуации населения из 30-километровой зоны. Решение об эвакуации принималось тяжело, мучительно, в спорах. Но Легасов доказал, иного выхода нет. В опасную зону вошли десятки поселков и деревень. Тысячи жителей вывезены из родных мест. До сих пор не утихли споры о том, нужно ли было принимать столь крайние меры. Вообще в Чернобыле все могло быть проще. Все нормально просто. Произошла авария, и не надо ничего делать.
К 18 мая реактор бы выгорел. 18 числа весь бы графит, весь бы плутоний, который там накопился, все горючее выгорело. Но мы сегодня имели бы всю Европу такую зараженную настолько, как будто это, в общем, радиоактивная зона в современном реакторе. Легасов пошел на то, что он сказал, надо закрывать реактор. Да, мы оставляем здесь, на месте, в 30-километровой зоне, мы оставляем нас здесь, вокруг реактора, и плутоний, и все активные изотопы. Но мы должны закрыть его сверху, чтобы это не распространялось на всю Европу. Здесь, на Митинском кладбище, похоронены жертвы первых часов катастрофы. Но цена могла быть еще выше. К счастью, авария не превратилась во вселенскую катастрофу. В равной степени благодаря тем, кто принимал решения, и тем, кто их выполнял. В середине мая Валерий Легасов, приехав в Москву, впервые обратился к врачам 6-й клиники. Его обследовала профессор Ангелина Гуськова, специалист по лучевым болезням. Она спасла сотни пораженных радиацией людей. Валерий Алексеевич плохо спал, был возбужден, неадекватно работал больше, чем может выносить даже здоровый человек. Болезненно реагировал на простые ситуации, которые требовали такого разумного взвешивания, осмысливания. И такое, некоторое неконтролируемое даже, я бы сказала, такое возбуждение. Он все время что-то печатал, звонил, делал, общался, то есть вел себя как человек на передовой, хотя уже передовой здесь практически не было. Почему он был в таком состоянии? Я могу ответить. Ровно за 2 недели человек набирал 25 БЭР, подлежал списыванию и подлежал уехать. Вся правительственная комиссия, первая, в которой работал Легасов, с самого начала уехала. А товарищ Щербина сказал: Валерий Александрович, кроме вас никто не может заменить, я вас прошу остаться. И он остался. И он отработал 2-й срок. А в конце 2-го срока следующий, забыл, какая фамилия, Масляков, по-моему, не помню, кто точно, представитель государственной комиссии, сказал ему: мы уезжаем, потому что мы получили все уже, да? А мы просим вас, Валерий Александрович, остаться, потому что вас заменить некому. Вот после этого интересно, кто-нибудь нервничал бы или нет? Он единственный человек, который пробыл несколько сроков по 2 недели. Конечно, в Чернобыле Легасов к прежним 180 рентгенам добавил немалую дозу облучения. Но гораздо опасней для него лично оказалась другая радиация. Еще в конце апреля на заседании Политбюро было решено, информацию о Чернобыле нужно строго дозировать. Одна для жителей Советского Союза, другая для Восточной или Западной Европы. Горбачев беспокоился. Его образ реформатора потускнеет, если сказать всю правду об аварии. Но вместе с радиоактивными облаками информация о Чернобыле стала известна всему миру. Нужно было объяснить не только причины аварии, но и доказать, что удалось остановить катастрофу. Политбюро поручило Валерию Легасову выступить с докладом о ситуации в Чернобыле на заседании МАГАТЭ в Вене. Самым главным лечебным средством для него было доверие возглавить советскую делегацию в Вене. Это было эффективнее всех лекарств. Когда мы вошли в этот зал, это как в клетку с тиграми вошла делегация. Все, обратили взоры на нас, а он очень весело и спокойно сказал: не гужеваться, общаться со всеми. То есть он был замечательный руководитель делегации, где его такая особая нервная, такая высокая возбудимость, она оказалась очень положительной. Люди встретили нас с недоверием, с известным, ущемлением того, что не вовремя, не сразу, не полно рассказали, и совершенно радикально изменилось обстоятельство. Я даже сохранила те записки, которые нам посылали, я пишу об этом в своей книге. Нас спрашивали: как вы сумели так много сделать и так много понять в эти трудные дни? Они разобрались в том, что произошло на этой станции.
согласились с нашей оценкой причин того, что это произошло. Мы там после недельных обсуждений все пришли к выводу к тому, что главные проблемы сегодня в сложных технологических системах – это нерешенность проблемы взаимодействия человека и машины. Это главное. Он был уверен, теперь, после печальных уроков Чернобыля, его идеи о стратегии безопасности наконец-то будут услышаны. Еще до аварии по инициативе Легасова на химико-технологический факультет МГУ была набрана специальная группа студентов. Они изучали законы развития аварий на крупных предприятиях, способы их упреждения и ликвидации. Занятия вел академик Валерий Легасов. Мы так гордились своими достижениями, что не ощутили, какие разрушительные силы мы создали. Техногенные катастрофы оказались страшнее стихийных бедствий. Они губят не только людей. Они оставляют позади себя погибшую, выжженную на десятки, а то и сотни лет землю. Наш привычный лозунг «Аварии не должно быть самообман». Скажите себе, авария может быть. Спросите себя, что нужно сделать, чтобы она не случилась. Кричите во весь голос. Готовы ли мы встретить ее? Его не услышали. Он покончил с собой в конце апреля 1988 года. Как и полагается, на кладбище говорили о заслугах Легасова, но в речах сквозила растерянность. Почему такой талантливый и успешный человек, самый молодой академик, решил уйти из жизни? Никто, даже самые близкие друзья, до самой последней минуты не могли предположить, что это случится. Но я не почувствовал, могу сказать честно, я не почувствовал, что он уже съездил в МГУ, забрал фотографии, что он уже написал целый ряд записок разным людям. Просто он обзванивал, прощался. Похоже, что Легасов все продумал заранее, и никто его не мог остановить. В заключении экспертов отмечено, петля затянута таким крепким узлом, что развязать невозможно. Что же произошло в те 19 месяцев, которые отделяют его успех в Вене от рокового решения? Вернемся в 1986 год. Когда-то основатель Института атомной энергии Игорь Курчатов сказал свою знаменитую фразу: «Мы должны сделать реакторы настолько безопасными, что их можно было бы поставить даже на Красной площади». Тот безжалостный огонь, который опалил Чернобыль, высветил многое. И в ситуации с атомной энергетикой, и в поступках людей. Страх и самоотверженность, ложь и порядочность. Александров решил уйти. Первое. Сразу же после аварии он подал официальное заявление Политбюро, что он хотел бы освободиться от должности президента Академии наук, потому что это случилось. Такая катастрофа, он несет за это персональную ответственность. И из директоров института. И всем было очевидно, что единственный человек, который может заменить Анатолия Петровича на посту директора, Легасов. Он настолько ярко проявил себя в критические для института, для отрасли дни, что другого просто кандидата нет. Естественно, все видели, что возмужал очень крепко Легасов в Чернобыле, что решение, которое он принимал, он требовал выполнения, что он понял, что Курчатовский институт нужно модернизировать в корне. А модернизация – это, конечно, изменение кадрового состава. Естественно, что единственный способ борьбы с Легасовым в это время – это был очень простой – ударить по его самолюбию. 5 июня 1987 года Валерия Легасова неожиданно пригласили на выборы ученого совета Института атомной энергии. Они проходили здесь. Исход таких собраний обычно известен. Выберут всех значимых людей института. Но произошло невероятное. Кандидатуру Легасова провалили. Против него проголосовало 129 человек из 234. Потом был один эпизод, но просто не очень хороший, потому что
Он же снял свою кандидатуру. И тем не менее настояли на голосовании, тем не менее проголосовали. То есть это вот некая, так сказать, иллюстрация атмосферы. Хотя всего-навсего ученый совет, если он не хотел в нем быть. Но, видимо, все-таки люди хотели продемонстрировать ему этим действием, что вот в качестве руководителя Курчатовского института атомной энергии тогда они не видят, я думаю. Все, кто работал на ликвидации аварии, знали, как уберечься от радиоактивной пыли с помощью маски. История с ученым советом показала, защиты от той, другой радиации у героя Чернобыля не было. Это был удар, конечно, по самолюбию ученого. И он жутко переживал, я вам могу сказать. Второй удар был в Академии наук, когда Легасов вышел с очень хорошим проектом. Он выдвинул идею, что нужно в Академии наук заняться, в общем, большой химией. Химией по ликвидации вот этих катастроф, вот, учитывая Чернобыльскую аварию. В общем, такой совет нужно создать, чтобы химические науки поднять на новый уровень. И самое главное, что все поддерживали его. Президент, вице-президенты, академики, секретари, коллеги. Опять голосование, и его предложение не проходит. Это вот Академия удивительная вещь, когда все за, а потом вскрывают урну, а там все черные шары. И оказалось, что никто не голосовал за. И он тут почувствовал, что опять-таки Чернобыль и популярность его сыграла против него. Говорят, что многие герои, прошедшие войну, тяжело вписывались в мирную жизнь. Не так ли и после Чернобыля? Максимализм Легасова непонятен. Он пишет докладные в ЦК, в Совет Министров, предрекает новые катастрофы, борется за глобальную стратегию безопасности. Кто-то видит в этом искреннее беспокойство о будущем, кто-то карьеризм, жажду славы. Ну, когда более-менее мы справились с этой стихией, саркофаг сделали, укрыли, все, стал вопрос о том, что все-таки людей надо наградить. И когда мы просматривали, мы увидели, что в списках нет Легасова. Мы говорим, а где Легасов? Почему его нет? Он же одну из главных скрипок сыграл в этом деле. Почему никакого награждения нет? В чем дело? Ну, получили ответ. Знаете, он работает в институте, который спроектировал этот реактор, который взорвался, и поэтому никто не поймет нас. Вот. Ну, в общем, комиссия единогласно приняла решение включить Легасова в список. И включили мы на Героя социалистического труда. Его Анатолий Петрович на парткоме, на заседании парткома института поздравил с присвоением его звания Героя социалистического труда. То есть документ был подписан. Анатолий Петрович это видел. Потом подпись была снята. Это необычная ситуация, так положим. Исполнилось 50 лет там, но не дали Героя соцтруда. Ну, неприятно там, но не трагедия еще, да? Отдали и потом, значит, грубо говоря, отменили, да еще практически в годовщину Чернобыля. Все это по-другому немножко воспринимается. Я считаю, что это самое обидное, если ваш труд настоящий, тяжелый, и труд, который привел к тому, что вы помогли многим людям, не оценивается, и наоборот вас в этом же и обвиняют. Это и есть та радиация, которую не смоешь никакими растворами. Она разъедает душу и лишает сил. Этот призрачный малиновый свет, он не дает покоя. 5 кассет записей чернобыльского дневника в основном посвящены разбору причин катастрофы и способам ее ликвидации. Лишь в одной фразе Легасов говорит о себе.
Я устал, я болен, я не могу работать. Вакуум, он создается очень по-разному. У тебя нет единомышленников, у тебя нет любимых. Тебе кажется, что тебя никто не понимает, что ты одинок, что ты не нужен. И оно с годами сжимается, становится все уже и уже и уже. И там дома одинок. Так будущее неясное. И что бы ты ни говорил, никто уже не реагирует. Как говорят, у каждого по-своему болит. Боль нельзя измерить. Нельзя измерить ни физическую боль, ни боль от жизни. Для одного человека она подпороговая, для другого она запороговая. Вот Легасов человек, наверное, с низким порогом болевого ощущения жизни. Ну, Легасов, вы понимаете, Легасов был рожден лидером. Вот я бы так сказал. Это бесспорно. Другого Легасова существовать не могло. И вот когда, так сказать, видимо, он почувствовал вот это вот, ну что со здоровьем, и идет плохо, вот эти все эти неприятности в институте, в Академии наук, вот как это терялся этот вот образ лидера. А вместе с тем терялся и смысл для существования получался. Потому что Легасов не мыслил себе жизнь не быть лидером. Рассказывают, что накануне извержения Везувия в тихом городе Помпеи появился странный человек. Он обходил дома и говорил повсюду: «Уходите, беда совсем рядом, слышите гул, вулкан просыпается». Люди удивлялись: мы слышали это и раньше. С какой стати мы должны бросать эту спокойную и налаженную жизнь? Конечно, его прогнали. Апреля 1986 года была суббота, прекрасный день. Я раздумывал, поехать ли мне в университет на свою кафедру, а может на все наплевать и поехать с Маргаритой Михайловной, моей женой и другом, отдохнуть куда-нибудь. Или отправиться на партийно-хозяйственный актив, который назначен на 10 утра в министерстве. Как человек ответственный и обязательный, он, конечно, поехал в министерство.